Люди любят жалеть животных, но зачастую ничего для этого не делают. Однако животинкам часто начихать на человеческие стенания, потому что у них все нормально. Вот и у нашей сегодняшней гости все нормально. Ну и что она худая и постоянно дрожит? У нее просто нет бабушки. Встречайте левретку, она же итальянская борзая или итальянский грейхаунд, самая низкорослая собака из группы борзых. Русскоязычное название породы происходит от одного из французских названий, которое переводится как заяц. Внешне они очень напоминают Добби из Гарри Поттера, такие же ушастые, лысые и постоянно дрожат. Корни левреток уходят в самую глухую древность. Еще во времена Древнего Египта под ногами фараонов мельтешили эти песозайцы. Из Египта эти собаки также в древности попали в Грецию и позднее на территорию Древней Турции. На территории нынешней Европы левретки оказались в период римских завоеваний, примерно в V веке до нашей эры. «Мамма мия, какая милота», подумали потомки римлян-итальянцы и начали неистово разводить левреток. Это была первая порода собак, которая развивалась в качестве декоративной. Причем позволить себе такую декоративную собачку мог далеко не каждый. Итальянская малая борзая стала питомцем исключительно для аристократов. Что логично, ведь для левретки одежда – это не хозяйская прихоть, а необходимость. А откуда у бедняков деньги на одежду для собак? Да, параметры у левретки далеко не служебные. Итальянская малая борзая едва дотягивает до 5 килограммов веса и 40 сантиметров роста. Некоторые кошки и то крупнее. Хотя с кошками левреток роднит безудержная любовь к охоте. Левретки могут быть не только бесполезными домашними декоративными украшениями, но и разгоняться до 40 км в час. К тому же они обладают уникальной манерой бега, двухтактным галопом. Сначала вытягиваются полностью, а затем собираются в клубок, благодаря чему достигают невероятной скорости. Это сделало этих гончих собак отличными ловцами крыс, кроликов, зайцев и другой мелкой быстробегающей живности. В средние века, кстати, у итальянских дам было даже такое развлечение. Они натравливали левреток на кроликов. Также они могли служить в качестве собаки-крысолова. В эпоху Возрождения с санитарией в домах тоже были проблемы. Кстати, левреток обожали в то время сами королевы, а точнее британская Виктория и российская Екатерина II. Художники тоже были в восторге. Тициан, Ван Дейк и даже Пикассо увековечили этих собак в своих работах. Несмотря на обожание при дворах, левретки, как и все мелкие породы собак, отличаются взрывной энергией. То есть они визжат, тявкают и проявляют лидерские замашки. Несмотря на размеры и худосочный вид, это характерная и уверенная в себе животинка, как и любая борзая. Она будет любить хозяина так же сильно, как и сопротивляться ее попыткам обуздать себя. Хотя левретку называют маленькой борзой, это не совсем точное определение. В отличие от своих крупных родственников, она может жить в квартире. Ей не нужен гигантский двор, а еще у нее более выраженная привязанность к человеку, прямо липнет к хозяину. Любить, кстати, левретка будет по-итальянски. Привязанность к владельцу они привыкли выражать тактильным способом, так что готовьтесь к нешуточным обнимашкам, поцелуйчикам и вылизываниям различных частей тела. Левретки – типичные экстраверты, а их отличительная фишка – мелкая дрожь. Вовсе не показатель слабости, это показатель нервного перевозбуждения или следствие переохлаждения. Левретки буквально созданы для теплых помещений. Их кожа очень тонкая, а шерсть настолько короткая, что можно увидеть очертания мускулатуры. Из-за этого они ужасно мерзнут. Даже небольшое похолодание может вызвать у них дрожь. Поэтому владельцы левреток превращаются в дизайнеров собачьей моды. Свитера, комбинезончики, шарфики. Их гардеробы иногда круче, чем у самих хозяев. Есть шутка, что левретки – это собаки, которые хотят быть кошками. Поведение левретки в доме – это поведение среднестатистического кота. Например, для животного нет большего счастья, чем нырять под одеяло к собственному владельцу. Если возможности оккупировать хозяйское ложе не представилось, левретка посидит на подоконнике, наблюдая за происходящим во дворе, или поваляется на подлокотниках кресел. А еще они обожают высоту и могут неожиданно оказаться на столе или даже на шкафу. Они тонко чувствуют настроение человека и могут подстраиваться под него. Если хозяин грустит, левретка будет сидеть рядом и сострадать. Если радуется, собака начинает прыгать и носиться кругами. Но самое интересное, они бывают очень ревнивыми. Если в доме появляется другой питомец или человек, левретка может обижаться, требует внимания или даже устраивать демонстративные капризы. Нелюбопытная левретка – неправильная левретка.
Это аксиома, не требующая доказательств. Совать нос везде, где это возможно, собака будет всегда. Но чем не кот? Миниатюрность левреток наводит на мысль о хрупкости и болезненности породы. На самом деле малые итальянские борзые на редкость выносливые и крепкие собаки, которые будут вашим верным другом до 16 лет. Некоторые левретки доживают и до 20. Для борзых это крайне необычно, ведь крупные породы живут заметно меньше. Секрет их долголетия – активный образ жизни и хорошая генетика. Левретки – это не просто собака, а маленький аристократ с характером, скоростной спортсмен и преданный друг, который сделает вашу жизнь веселее, эмоциональнее и уютнее. А вам нравятся такие субтильные породы собак? Напишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!